Успокойся, успокойся. Первая щука. А мы все еще на озере. Филешечку. Придется возвращаться. Пошла в тростник. А? Просто отпустила река. Вот какая красивая, белая. Разрезаю вот так по хребту. Здесь у тростника только что был большой всплеск. Нифига себе, крокодил! Ковер! Сука, ковер. С дырочкой. Там живет дед Мохнат. Шестерка, семерка. Крокодил. Блин, какая же она здоровенная. Что, помидор, сдулся? Обед. Ух ты, какая шустрая. Обед есть. Мягко. Не знаю, снялась на камеру эта поклевка или нет. Салют, ребята! Наступили очередные выходные, и мы с Янчиком и Никитой приехали на очень красивое озеро на рыбалочку на 2 выходных. Давайте я вам покажу домик, в котором мы будем жить. Вот Янчика избушка на курьих ножках. Он сидит высоко и будет наблюдать, плещется ли на озере рыба. Пойдемте покажу, как он живет. Такая у него здесь верандочка. Самое главное, он уже разложил. Это вейдерсы, куртка, вода и приманки. Приманки охраняет собака. Пойдемте в дом. В доме у него есть зеленый диван, а также кухня с кофеваркой, чайником и всем необходимым для того, чтобы приготовить себе поесть. На диване опять же можно наблюдать, спит ли его сосед или соседка. Вот в том маленьком курятничке под потолком. В курятничек ведет маленькая лесенка. И там, в принципе, спальное место для, ну, по меньшей мере, 4 человек. И опять же, смотрите, там есть такие маленькие окошечки. И через них опять же можно наблюдать за озером. Само собой, стол. Предметы искусства. Разные познавательные картинки. В комплекте идет Никита, который приготовит вам завтрак и ароматный кофе. Прошу обратить внимание, что стенки у этого домика завалены. То есть он такой необычной формы. Повсюду развешаны картинки с напоминанием о Санкт-Петербурге, а также черном красноголовом лесном дятле. Пойдемте в наш дом, ребята. Спускаемся с Яникса домика. Пойдем смотреть наш с Никитой. У нашего домика есть 2 входа. Один через террасу вокруг. Мы заходим в зал. И второй вход находится с этой стороны. Здесь у нас есть террасочка. И вот вход, основной вход. Заходите. Моя спальня. Такие лампы есть. Тут я буду читать, возможно. Хозяин нам оставил тапки. Опять немного Санкт-Петербурга. Опять Санкт-Петербурга. Туалет. Опять Санкт-Петербург. И снова Санкт-Петербург. Как это связано с бабочками, я не знаю. Тут у нас есть комод. Санкт-Петербург. 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 Хозяин бывший моряк, поэтому тут много кораблей. Бинокли у него есть. Такой классный вид. Здесь мы будем кушать.
На кухне есть все необходимое. Микроволновка, кофеварка, чайник, тостерница, холодильник с морозильной камерой, плита, духовка, раковина, посудомоечная машина. Девочка, уставшая после чистки картофеля, находится у нас здесь. Часы, показывающие правильное время и неправильное время, барометр. Камин, диван, картина. А тут у нас, ребята, баня и душевая. Погнали. Вот, заходим через такой коридор. Здесь шкаф, вешалка. Проходим дальше. Душевая комната. Ну и самое главное, что должно быть в любом рыбацком домике. Тут с Никитой мы будем париться, кайфовать и греться после холодной осенней рыбалки на лодке. Почему с Никитой? Потому что Янка баню не любит. Такая печечка здесь. Напрямую из бани есть выход на террасу, чтобы можно было сбегать и искупаться на озере. Второй ход на террасу находится прямо из зала. Вот здесь. Раз. Два. На террасе имеется стол со стульями. Прекрасный вид на озеро. А также немаловажная вещь, такая как гриль. У нас здесь есть газовый гриль. На нем мы будем что-нибудь готовить. А если быть точнее, то свинину. Красивая у нас здесь территория. Хозяин нам обещал, что ночью она будет выглядеть вот так. По всей территории будут зажжены огни и даже подсвечены деревья. Как вы думаете, какая картинка мне больше нравится? Напишите в комментариях. У Янчика в доме нет туалета, поэтому это его резервный выход. Покинуть большое гнездо и усесться на малое. На территории комплекса находятся разного типа строения, маленькие, подсобные, в которых хранится всякое. Дровяник. Дальше идет дорожка прямо на озеро. Самое главное, что есть на этой территории, это, само собой, конечно же, лодка. Лодка достаточно удобная и устойчивая. Я даже взял кресло поворотное от своей надувной лодки, поставлю ее туда, кинем электромотор, аккумулятор и будем гонять послезавтра, потому что завтра мы едем на речку, а уже послезавтра мы будем кататься на озере. Использовать этот подсак для того, чтобы не упустить щуку. Кладочка. Что еще? Ну вот, каяки можно брать кататься. Или каяки. Имеется также дартс. Смотри, Никитыч, как я кинул. Даже тарелка вогнулась. На террасе можно пить чай и любоваться берегом и лодкой, само собой. Какой ножик использовать сегодня для готовки? Филейник или скиннер? Нет, сегодня мы будем использовать
обычный костяновский столовый нож. И будем готовить свинину. Вот такой вот кусочек смачной свиной шеи мы будем готовить на гриле. Сейчас нарежем его кусочками, шматочками. Вот такой толщины. Смотрите, какая жирность. Она прямо будет таять во рту. Сейчас мы замаринуем. Дадим полежать пару часиков. А пока оно маринуется, мы будем смотреть на телевизоре фильм про наше путешествие со Швецией, который вы, возможно, уже видели. Напишите, кстати, в комментах, как он вам понравился, не понравился. В стиле Сержа Марковича будет у нас это блюдо. Так что тут у нас есть немного чеснок. Берем чеснок и вот так вот. Такими чуть-чуть его. И тогда аромат чеснок. Мясо попадет. Прямо туда его не жалей. Погружаем. И теперь у нас есть оливковое масло. Хорошее. Экстравержен. Не смотри, что горит, оно не горит. Вот так это поливаем. Дрожжи не жалеем. Для друзей, для хороших ребят поливаем маслом. Вот так массируем, чтобы оно впитало. Соль. И теперь, как дружи Обломов, вот так соли. Вот так, да. Вот. Маленько так вминаем. Не жалеем. Бах-бах. Для того, чтобы мясо у нас было такое красненькое и с ароматом копчености, у нас будет копченая паприка. Для пикантности и остроты мы добавим немножко аджики жгучей. И для чеснока мы добавим чеснока. Ну вот, ребят, смотрите как. Вот такие у нас получились кусочки, смотрите. Мягкая. Вот это все мы будем жарить на нашем газовом гриле. У нас в домике есть газовый гриль. Ставим в холодос, идем смотреть фильмак. Увидимся у гриля позже. Янка, ты выпил все пиво? Нет. Шучу. Я не пью то, что у вас там есть. Знаете, вот когда выбираешь духи в магазине, нужно между духами обязательно нюхать банку с кофе, чтобы очистить рецепторы. Вот когда готовишь мясо, нужно пить пиво, чтобы смыть слюну. Ждем, ждем. Ветрилово сегодня. Не знаю, как мы завтра будем ловить. Куда-то в речку будем гаситься. Классное место вообще. Классное. Сейчас будем жарить на гриле. На газовом гриле. Будем жарить мяско. А еще, ребята, у нас есть картопля. Я ее отварил. Может, немножко, конечно, переварил. Но ничего страшного.
Сейчас мы ее еще подрумяним. Ох, горячая. Прикольный гриль, кстати. Как-то раз мне уже доводилось готовить на газовом гриле. И скажу я вам, что вот так, когда неохота возиться с дровами, врубил. Там можно внутрь поставить такой алюминиевый контейнер, насыпать туда щепы абсолютно любого дерева, и будет вам аромат. И в чем еще прикол, смотрите, здесь есть две горелки, то есть правая и левая. Можем, допустим, под мясом больше оставить, а под картохой, например, убавить, или наоборот. Тут вот еще овощички можно положить, а я положу сейчас на этот верхний ярус, положу паприки. Смотрите, какая папричка. Ой, красота. И вот так ее сейчас положим. Это значит полезная, хорошая, здоровая еда. Картошечку нужно подсолить, но для начала ее надо немножко маслом, потому что она такая сухая, соль не пристает к ней. А так вот маслице, смотрите, пошло гореть. Теперь немножко сольки. И сухого чесночка. На стейк тоже немножко бахнем. И на паприку тоже. Так, ну что, под картошкой убавим огонь на минимум. А под мясом пусть шурует. Оставляем на... Не знаю, насколько оставляем. Сейчас подождем 3 минутки и посмотрим, насколько поднимется температура на гриле. Перец добавлю чуть позже, когда мясо переверну, тогда добавлю перец, потому что чтоб не горело, чтоб он на поверхности мяса был. А то горыть, собака, сил нету, горыть перец. А нам не надо, чтобы перец горел. Пока не ползет. А не, потихоньку движется. Ну что, ребята, вроде готово. По крайней мере, мясо точно. Вещь.
Подтомили перчики, подтомились. Янка, пайка готова. Так. Нормальный кусок. Да. Картофель. Тебе цвибель нужен? Цибуля? Да. Есть где-то? Нету? Не виду. В холодосе? Не вижу. А, нет, тогда нет. Надо? Нет, спасибо. Ну что? Начинаем с мяска. Свинина, да? Да. Свинольдушка. Вкусно. Неохота базарить. Охота поесть и быстрее фильм смотреть, не? Это да. Знаешь, Янчик, ты открыл свой напиток? Да. А ты, Никит, Да. знаешь, за что предлагаю выпить? Предлагаю выпить за то, чтобы завтра мы ели не свинину, а рыбу. Несмотря на ураган. В Штатах видал, что творится сейчас? Уй. Офигеть. Как там этот ураган называется во Флориде? Вот это я не помню, но видел видос. 6 метров вода. Я видел видосы, как стоит репортер, и вокруг него вода. Специально на компьютере смоделировали. Ну, это да, это перед. Как они объясняли, сколько воды будет. Типа, насколько я понял, это за всю историю существования, типа, человечества, ну, за всю историю существования Штатов, это такого урагана еще никогда не было. Так сказали они. Наверное, наши сваи хорошо там пошли бы, да? Ну, это если был бы ураган. Все равно они же на вырывание работают. И в воде в том числе. Если домик с металлоконструкцией, обшит сэндвич-панелями на базе только путика, а не ваты каменной. Вот, в принципе, мог бы устоять. То есть закручена свая, а внутрь засунуты стержни, ну из кругляка, из цельного. Допустим, дом на 12 сваях, идет наводнение 6 метров, а у тебя свая 10-метровая и ну стержень там полностью до низа засунут. Тема? Ну, получается, дом поднимается вместе с Ну да, ураганом. да. Главное, чтобы потом он сел равномерно, иначе выходишь утром только высота 10 метров. Хорошо-то как, ребятки. Хорошо-то как, ребятки. Да, блин, на улице ураганище сегодня.
Ураганище. Мы планировали завтра ловить на озере, но погода вмешалась в наши планы. Спускался к воде, смотрел на воду. Вода цвета кофе, буруны, ураган, поэтому на лодке даже выплывать не будем. Здесь рядом есть речки, но там тоже вода как кофе, поэтому поедем на дальнюю речуху в надежде, что там вода будет почище. Но послезавтра, как пойдет, может быть, поедем на речку, которая впадает в озеро, а может быть, поедем на речку в 10 километрах отсюда, где мы с Янчиком вот в этом видео наловили вот такой садок щук такой вот высоты. И в конце концов щук мы уже туда запихивали руками. Пойду еще попарюсь и спать. Завтра ранний подъем. Салют, доброе утро, ребят. Погодка более-менее сегодня, более-менее тихо. Это радует. Но вода после вчерашнего шторма в воде цвета нашей мебели. Никита уже готовит что-то себе на завтрак. Я бы сказал, что это походное. Слушай, а ты почему рифленым ножом мажешь? Чтобы фактура была? Да, типа ресторанная. Ресторанная. Ресторанная в поле. Вот такой у нас эстет. Собираем спиннинги, собираем еду, камеры, дроны, улутки, моторы и погнали на рыбалку. Янка в своем там курятничке что-то уже собирается, ковыряется. Лицензии покупаешь? Да. Так, ребят, домик закрыли, лицензии купили. Где там наш Янчик собирается? Пойдем посмотрим. Добрый вечер. О, это Янис. Света нет. Света нет? Все бабки на лицензии потратил. Купил лицензию? Да. Супер. Ну, классно у тебя тут, конечно, вид на озеро. Не совсем по-холостяцки ты живешь. Ну, понятно, две немытые кружки. Мытые. Мытые? Да. Газировка, а где вискарь, самогонка? Как так можно жить? Вечером приезжайте. На рыбалку мы отправимся сейчас. Снова на рыбалку. И опять как в первый раз. Слушай, так что тогда делаем? Вода в озере чуть-чуть просветлела. Может, в озерную речку? Да. Нам надо в ту речку. Тогда туда едем. Да. За нашими ждущими щуками. Угу. Погнали. Ты тогда за рулем. Не знаю, ребята, не знаю, что нас ожидает. Едем, ищем чистую воду, потому что после вчерашнего и позавчерашнего урагана сегодня мы находимся в центре антициклона, поэтому относительно безветренно. Вчера и позавчера ветрилово было такое, что часть листьев с деревьев поздувало раньше времени. Мы перемещаемся на
одну нашу старую речку, в которую теоретически, с учетом того, что она вытекает из озера, которое находится в лесу, и вода там светлая, потому что все речки, которые хоть где-то, хотя бы каким-то кусочком протекают по полям, они настолько кофейные, что 5 сантиметров и блесну уже не будет видно с поверхности. Надеемся, что все-таки наша речуха будет посветлее. И надеемся, что сегодня вечером мы уже будем кушать не мясо или макароны с тушенкой, а жареную щуку. Само собой, конечно же, в такой мутной воде применяться будут приманки исключительно ярких агрессивных цветов. Приманки будем использовать преимущественно крупные. Если щука будет крайне неактивна, ну тогда будем уменьшать приманочки. Например, вот в первый вечер, когда мы заехали полчасика покидать, я не словил на бигбейт, у него не было ни одного выхода. Вот, а я пробовал на приманке средних размеров и шел на уменьшение, добрался до 8-сантиметрового ярко-зеленого воблера, поймал щуку. Добрый вечер. Ну как вы тут? Состояние моста. Не надо предлагать уже делать новый. Кстати, слушай, мы же такой же самый мост, только больший делали им, помнишь? Похожий. Только с перемычками нормальными. Ну что, Янчик, поймать щуку мне или что? Ладно, смотри. Вот там она. Там был большой всплеск. Никита видел. Ну, я тоже. Ну, я видел, Никита видел. О, есть! Янчик! Есть! 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 Ну... Ух ты, какая шустрая! Ух ты, какая шустрая! Смотри, какая белая! Добрый вечер! Шутшеетесь! Что такая белая, красивая. Ну что, роднулька, первую отпустим. Пошла. Было еще несколько выходов некрупных. Очень была она неактивная, нужно было ее, скажем так, заставлять. На крупные приманки не реагировала. Как будет сегодня, покажет день. Щуки-то хочется поесть, так что сделаем все возможное. Начну вот с такого. Вкусненький, ароматненький. Поводок поставил 25 сантиметров. Титановый. Блин, как хочется на рыбалку, руки трясутся, ребята. Это, блин, что-то. Вот, титановый поводок. 4000-я Legalis Daiwa. Шнур 0,12. 8-жилка. Спиннинг. Спиннинг Beastmaster. 2,40 длиной с тестом до 45 грамм. И сейчас мы пойдем пробовать поймать первую щуку. Водичка более-менее светлая, более-менее уровень очень высокий, прям бурлит. И попробуем, так как эту речку мы знаем, сейчас поймать на эту резину традиционную околомостовую щуку. Ребята, отправляемся на рыбалочку. Блин, как река гудит. Смотрите.
Янка уже полез в кусты. Он знает, где щука живет. Но ничего. Это же моя щука там живет. Так, ладно, бурлячку покажу потом. Первым делом закидываем. Будь осторожен, друг мой. Отцепилась. Ну что, обед есть? Обед есть. Каждый раз, абсолютно каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нас вот там поджидает щука. Вот видите, стоит ледобур, ну, отбойник. И вот перед ним всегда вот здесь крутится щука. Любая проводка, кто первый закинул, тот и поймал. Так, Янчик сейчас зацепил там, отцепляет. Отцепит и пойдем вдоль этой бурлячки в заводь. В заводе нас будут ждать следующие щуки. Пройдем немного вниз по реке, ну а потом пойдем выше от моста. Очень нравится нам это место. Мост очень красивый. Такой старинный. Смотрите, какие поручни у него. Он весь из камня. Прикольное местечко, короче, очень. Так, идем в заводь. Идем в заводь. Потом на обратном пути надо будет вот этот поворотик обловить. Здесь есть небольшой затишок. Тут я, кстати, форель поймал. Килошку летом. Вон наша мельница уже нас встречает. Вот, ребят, наша заводь. О, сейчас будем бомбить. Сейчас будем бомбить. Только б не смыло меня тут. Течка такая. Вот там, возможно, будет первая щука. Блин, течка такая, что меня реально просто сносят. Ноги напрягаются. Ну что, первый заброс. Ага. Понятно. Странно. Нету. Может быть, цвет моей приманки не нравится. У Янчика такая оранжевая, у меня красная.
Блин, ребят, странная фигня. Ничего в заводе нашей не оказалось. Идем дальше. Ух ты, есть. Фу, какая жирная, ребят. Смотрите. Смотрите, какая жирненькая. Ну, смотрите, ребят. Грибочков можно насобирать. Вон еще. Так, ну что. Надо же еще поймать шуку. Как Янчик говорит, шуку. Сейчас будем ловить шуку. Никита там на том берегу говорит, кто-то там был, свежие следы. А там хорошее место, поэтому, может, сейчас не берет, там кто-то подвыловил. А там стоят под водой 3 валуна, по низкой воде их видно. За ними щука прячется. Да, похоже, кто-то завод сегодня посетил, хорошенько выловлено. Видите, мы поймали щук в тех местах, где щурятники обычно даже не закидывают. Рядом, совсем рядом со струями. Вот, а в этой заводе, ну, она прямо очень щучья. Здесь обычно у нас с Янисом есть улов. О, у Янчика есть. Что делаем? Берем ее? Ух ты! Видели? Вышла щука. Вышла щука, за хвост кусила. Вот здесь вот. На, еще раз. Так. Еще разок. Давай, давай, подруженца. Ну давай. Ага, не захотела. Ничего. Сейчас приманочку поменяем. Ага, вот она. На паузе. На паузе взяла. Сделал паузу, и она взяла. Но это пусть подрастает, или другие щуки ее съедят. В любом случае польза будет. Или потом выловим, или съедят ее. Давай, пошла. Пошла красавица. Видите, можно заставить, даже второй раз клюнуть. А проводку менять.
менять проводку. Если это не помогло, менять приманку. Кардинально причем менять. Чтобы не похоже было. Ой, кайфес, погодка, блин. Красота. Продолжаем ловлю. Вот туда, в клин между струями. Может, стоит там. Но она в таких местах обычно стоит, когда уже пошел жор, она активна. И она старается занимать место ближе к струям. Но то, что было ближе к струям, мы уже вытащили. Одну там, одну около моста. И заметьте, там были как раз таки довольно крупные щуки. Сейчас поменяю приманку и попробую на другой цвет. Поставлю поярче. Может быть, это будет ее триггерить. Вода не очень прозрачная. Приманочка хорошо играет. И неплохо летит. Что, ждал, когда мостик разрушится? Да, либо на гвоздь наступил. Лисички? Не похоже на лисички. Покажи. Финские лисички. Старые. Это старая. Это еще нормально. Это, наверное, будет старая. Вот это не наступил. Это хорошенькая. Лисички любят елки. Покажи, что у тебя там внутри. Пойдем выше теперь по реке. В заводь. Есть тут у нас заводь одна. Никита с Янкой уже там. Хорошая заводь. Там есть порожек в этой заводе. Небольшой. И там можно, если что, даже покидать на поверхностные приманки. Там довольно спокойная вода обычно. Идти по лесу не очень удобно. Тут такой древний курумник. Всякий вальник. Вот такие вот дебри. И в этот курумник можно наступить ногой. Это будет не очень приятно. О, смотрите, какая заводь. Красиво. Сейчас будем облавливать. Тихо, спокойно. Красота. Кайфезность. Такой мыс. Выходим на мыс. Ну, ребят, погнали. Вода высокая. Обычно я вот там стою. Поэтому закидывать обычно легче. А сейчас при такой воде деревья мешают. Приходится из-под себя кидать. И ничего. Там под водой ступенечка. Вот там вот. Там вот валун стоит, но я из-за деревьев вряд ли до туда докину. Там за валуном явно что-то есть. О! Не знаю, снялось на камеру эта поклевка или нет, но было красиво, ребята. Было красиво. Было красиво. Хорошая щука будет. Стоять спокойно. Было красиво. Вот оттуда я ее вел издалека, вел. И вот здесь у куста она атаковала. Ну что ж, это прекрасно. Ну что ж, значит, эта приманка тоже работает.
Это не может не радовать. Ага. Поклевка была. Нет, не было поклевки, ребят. Ложная тревога. Это траука. Решил я переместиться к Янису с Никитой. Они ушли в верхнюю заводь. Тут есть такая заводь. Я называю ее верхняя. Речка эта вытекает из озера. Именно поэтому мы выбрали сегодня эту речку, потому что в озере, чем она глубже, тем вода более светлая, несмотря на ураган. А здесь что-то худо-бедно у нас получается. Идем по такой вот более-менее дорожка неплохая. Речка находится слева, там в лесу. Вот, а мы идем в заводь. Янка сразу туда побежал, потому что там место хорошее. Хочет поймать трофей. Ну и прекрасно. Полные кусты уток. Им повезло, что мы не охотники. Не так. О, блин. Есть. Успокойся, успокойся. Первая щука. Ну, здесь, да, финки. Не сломай палку мою, пожалуйста, в следующий раз. Молодец, Никита. Молодец, красивая щучка. Долго я за них мотался. Вот, ребят, смотрите. Ручей течет через поле. Посмотрите, какая вода. О, хорошенькая. Где, под берегом взяла? Первый раз выход был под берегом, потом еще кусала. Я еще закидывал, а потом, да, ближе к берегу, наверное, метр от берега. Угу. Ну, хорошая приманочка. Видишь, она не особо хочет бигбейты. Более деликатная ей нужна. Заводь ничего нам не принесла. Никита одну щуку поймал. Ну, то есть, не то, что ничто. Одна щука. Сейчас пройдем еще от мостика немножко вверх. Очень странно, что в заводе около мельницы ничего не было. Перед мельницей. Очень... Первый раз, да, Янис, у нас такое? Да. Буквально первый раз. Может, мы в прошлом году все выбили? Черт его знает. В общем, пройдем еще от мостика вверх по течению до мыска, где я последнюю щуку поймал. И поедем назад. Сегодня у нас на ужин рыба. Наконец-то рыба у нас на ужин. Вот. Ну и там уже решим, что будем делать завтра. Скорее всего, поедем на лодке на речку около дома. Посмотрим. Сейчас на обратной дороге заедем. Темно, правда, будет, но посветим на воду. На воду. Поглядим, насколько она мутная. На лодке хочется поплавать, короче. Я взял с собой. Вам не говорил, что мне нести ее.
О, Янка поймал щуку. Ничего себе, какая огромная. Вот это да. Офигеть. У самых ног. Вот там, где дерево кончается. Скользко. Сработал Wolf's Creek. Такой джерк. Мини-джерк. Хорошо заглотила. Вот это да. Ребят, Янка все-таки выдрал там мамочку у моста. Блин, красавчик на Вокера. На Вульфа. Но Никита еще здесь снимет. Ну все, в принципе, крючки отцеплены. Если бы она открыла рот, вот так. Ваши ощущения? Щука. На обед. Еще одна. О, хорошая. Отличная щука. Щуки тут много, надо уговаривать. Менять приманку. Видите, у моста. Уже вроде все, ну поймали же там. Нет? Пожалуйста. Еще крупнее взяла. Янка поставил приманку другую. Покажи приманку, Янис. Эта приманка называется Вульф. Потому что Wolf Creek делает его. Да. Хорошая приманка. Граммов, наверное, под 45, да? Даже 60. 65? Тяжеленькая. А я поставил морковку, так называемую. Наша местная латвийская модель. Ой, однажды с Янкой мы наловили на эту морковку. Ё-моё. Каждый второй, третий заброс у нас было. Вот в этом видосе. Просто пипец сколько щуки. Поэтому она такая уже, посмотрите, поколотая, побитая. Главное, чтобы не подвела сейчас. Опять. У самых ног. Wolf работает.
Ух ты! Смотри! Нифига себе, крокодил! Вот это да! Вот это крокодил, ребятки. Вот это крокодил. Вот это, блин, мать его, крокодил. Ух. Блин, офигеть, офигеть. Фу. Фу, блин. Пипец, не? Просто пипец. Пипец, да, Янка? Пипец. Фу. Ну не зря. Слушай, Никита, чуйка была у меня, да? Вот ты ёхайды, сколько ж она весит? Сколько ж она весит, ребят? 6, 7, я не знаю. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Ё-моё! Ну-ка, Никита, а как она выглядит по сравнению со мной? Вот как она выглядит по сравнению со мной. Блин, какая же она здоровенная. С полспиннинга. Охренеть. Вот, ребят, не раз уже этот воблерок, вот по сравнению с моей головой, как он выглядит, приносил мне удачу. Недорогой плавающий воблерок, уже даже непонятно, что за фирмы. Вот что-то тут написано. Оско. Попробуйте через Google Lens, сделайте скриншот. Просто, блин, офигеть, сколько щуки на него поймано. Уже вот крючки, смотрите, уже разогнутые, но пока держится. Ни хрена себе. Твоя была та 97, по-моему. 99. А это метр. Ну, вот так. Как они меряют? Они что там, эти специалисты, вот так меряют? Ну, метр, короче. Метр, да. Метровая. Вот это прикол. Приманки менять обязательно нужно. Даже когда ловишь, и складывается ощущение, что клёва нету. Место все обкидал, обловил. Теперь, в принципе, Янчик, понятно, почему в этой заводе особо не было щук, да? Похоже, эта мамаша их подъела. Метр и 1 сантиметр. Последняя, которая была метровая, весила 7,5 килограмм, 99 сантиметров было. Это метр один, ну, 7, от 7 до 8, приятная.
такой речке такую щуку поймать, это особый кайф. Едем в обратный путь домой, проезжаем мутнейшие речки, абсолютно мутные, просто вообще. Выбрали правильно мы речку нашу известную, поставили на нее ставку, не поленились, приехали, и хороший результат. Крупные рыбы, и у Яниса крупная, и у меня крупная, именно на джерк бейты. Вот офигенный шторм в Норвегии получился, там я в Фейсбуке смотрел, рыбаки чертуются. Чертыхаются. Чертыхаются? Да. Чертыхаются рыбаки, что офигенный шторм. А к нам он больше не вернется. Так что, ребят, увидимся вечером в доме, на ужине. А завтра снова на рыбалку. Давайте, нас предстоит дорога. Может быть, на речке еще включим камеру, посмотрим воду. По дороге остановились посмотреть на наше потенциальное завтрашнее место, на состояние воды. Ну, блин. В принципе, Янчик, не знаю, трудно сказать. Ну, слушай, не такая уж страшная. Да, не... Ну что, завтра тогда сначала сюда на разведку, да? Да. Блин. Блин, как же холодно-то. Янка, ты где? Водяного подключения нету. Она нет. Там такое уже можно что-то делать. Да, не сильно прозрачно. Посмотри, там еще мутно. Но тут уже по сравнению со вчерашним вечером, в принципе, ловить можно. Какой красавец. Так, Янчик, ты тогда на рубилове, да? Я на кишках, ты на порезке. Давай. Все три. Я потом дома беру, разрезаю вот так по хребту. У меня получается две филейки, потом с кожи срезаю. И все, и получается все как надо. Так, ну что, какую на еду? Ну, хоть Янчик и пошел спать, нам это не помешает поесть жареной щуки. Самую маленькую сегодня скушаем. Свежачок из речечки.
кусочек сливочек. Масло, блин, такое твердое. Приятно. Спасибо за ему. Запомни одно в этой жизни. Один раз поведешься на резину и окажешься на сковороде. Доброе утро, друзья. Рыбалка день второй. Ветра нету. На озере есть какая-то рябь. Едем на разведку. Идем за Янчиком. Идем за Янчиком. Нельзя, да? Добрый день. Вот. Едем на разведку сейчас. Видели когда-нибудь Янчика в таком тюленем наряде? Он просто решил, что если он превратится в тюленя, то клев у нас будет лучше. Он будет лучше всех ловить рыбу. Смотрите, какой видончик у Янчика тут из его избушки. Прям на озеро. А ты не будешь все-таки тюленем? Ты будешь серым тюленем? Ну да. Еще одну шкуру надо. Осень на дворе. Кто-то жжет костер из листьев. Кстати, как у вас по закону? У нас можно жечь во дворе, листья сжигать можно по закону. Если вы не на торфяннике. Как думаешь, здесь тоже можно сжигать листья? В Латвии нельзя. Ну, покажи резинку. Будешь сегодня на нее, да, пробовать? Это твоя самая большая? Да. Поросячье рыло называется, да? Свинья уже. О, ребят, смотрите. Размер. 30 сантиметров. У меня тоже такая есть, похожая. Косяк этой модели в том, что к концу первой рыбалки у нее глаза вылетают. Согласен, Янчик? Смотрите, ребят, какой лосяра здоровый. Смотрите, какой здоровый лосяра. Вот представляете? А мы здесь рыбачим. Вот так рыбачишь. А тут такой, блин, лосище. Мы как раз вот здесь ходили, да? Здесь вот, позавчера вечером. Очень большой, красивый лось. Не знаю, на эту камеру, наверное, далеко не взял, но тем не менее. Такое событие. 3 лося увидели лося. Так, ну что, приехали мы на речку, но похоже не светит нам здесь половить, поскольку вот выглядит это так. Не знаю, ребят, вот что скажете, доводилось ли вам ловить щуку просто вот в такой глинистой воде? Смотрите, просто она абсолютно желтая. Если бы я был щукой, я бы искал какие-то места, где какие-то ключи есть под водой вдоль берега.
И, наверное, тусовался бы там. А вон только что выход был. Видел, Янис? Офигеть, опять под кустом. Опять под кустом был выход. Что я думаю, Янчик? Знаешь, что я думаю? Есть с собой. Раз там был выход, может быть, имеет смысл сделать пару забросиков. И если она войдет, то ловим в этой мутной воде, значит, ей пофиг, типа того. Давай попробуем. Блин, она сдала всех своих корешей. Ой, блин. Потому что я, ну, честно говоря, не собирался в такой воде даже пытаться. Но раз она там говорит, я тут, мы тут. Может, она вышла воздуха хапануть просто? Да. Здесь у тростника только что был большой всплеск. Не знаю, как... Может, она, конечно, и активна, но это надо прям... Разные проводки пытаюсь поверху проводить, заглубляю, по низу провожу, чтобы шкрябало по дну. Иногда чиркает воблер по рыбинкам. Рыбы очень много в воде, потому что когда я видел всплеск, такая туча рыб повыпрыгивала. Плотвы, наверное. Погода налаживается, становится солнечная. Я попробую поставить вокер поверхностный. Тогда он будет как бы темным силуэтом на фоне неба. А если это спровоцирует щуку, то отлично. Если нет, то поедем все-таки на озеро, ребят. Вот, ребятки. Она еще и с шариками. Вон я кинул мальки в разные стороны. Слушай, ну щука питается, она выходит на поверхность, но, видимо, просто приманку не видит. Может быть, на живца мы здесь что-то и поймали, но мы-то на спиннинг будем ловить. Может быть. Поехали на озеро. Поехали. Вернулись мы в домик обратно, потому что отсюда мы поплывем. Смотрите, ребят, какой боровик у нас около дома растет. Твердый такой. Это даже не боровик, это белый. Красавчик. Мухоморчики. Погода, ребята, распогодилась офигенно. Сейчас пойдем загружать лодку.
Так, ребят, вода в озере более-менее светлая. Вот такая. Посмотрели по карте. Вот в том направлении находится речка. Поплывем не на надувной нашей лодке, а на пластиковой. У нее больше, быстрее ход на электромоторе. Я поставил в нее сиденье от своей красной лодки, от надувной, поворотная. Очень хорошо встала. Вот. Отсек для аккума есть. Сейчас откроем крышку, аккум туда поставим. Видите? Супер. Сейчас я уберу листики, чтобы у нас в лодке была чистота и уют. И отправляемся на рыбалку. Никита уже тащит мотор. Янка сачкует, сидит там, делает спиннинг. Ну и скоро отправляемся. Растительность, глубина 2,9 метра. Так, поставлю широкий угол, наверное. Поставлю 47 градусов. Как раз, когда мы ищем глубину, нужно широкий. Ну что, Янчик, показывай тогда, куда нам, где эта речка, которая втекает. Похоже, она вот там, да? Да. За мысом за этим, да, выходит, так? За скалой это. За скалой? Ну там скала. А, вот эта скала? Да. Но мы ее должны вот там обплыть. Да. Ага, там, где лебеди купаются. Вот, да. Ну ладно. Ходкая лодочка, слушай. Мы едем, 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 мы едем, едем, едем. Погодка, конечно, радует. Ой, кайфезность. Скорость приличная выходит на этой лодке с электромотором. Вы часто спрашиваете, вот какой мотор. Minn-Kota Traxxas Variable 55. Variable — это значит, он не щелчками переключается, а плавно. Можно очень плавно регулировать скорость. То есть у него частотный регулятор стоит. Блин, не думал я, что очки понадобятся сегодня, и не взял. Не было похоже, что погода будет, скажем так, очковая. А она такая. Вода все равно мутноватая, даже в озере. На бой идем. На бой? Сейчас обойдем. Глубина, вот на глубине 5,5 метров огромное просто скопление леща. Но лещ нас не интересует сегодня, как и всегда. На дну? Нет, в центре воды.
Спасибо, Никитыч. Да, на здоровье. Согреваемся. Да, жаль, пирога не взял, конечно. Эта лодка неплохо и где-то въехала, нет? Угу. Согнулась прям. Удобненько, да, Никитыч, столик у нас? Да? Ай, кайфес, блин. Как я ждал этого дня. Впереди 6 часов рыбалки. Увлекательные рыбалки. Супер рыбалки. Там таком, в дремучем лесу, да? Будка стоит. Красиво тут. На доночку ловить можно. Тут скала под нами. Таким как бы выступом. О! Чиркает по скале. Или по рыбе. Не, наверное, по скале. За скалой много там чего-то зеленого. Наверное, растительность. Шесть с половиной километров в час. Наша крейсерская скорость. Приближаемся к речке. Вода здесь чуть мутнее, вот такая вот. Надеюсь, в речке будет не хуже, чем здесь. Так, Янчик, глубина тебе интересна здесь какая? Да, конечно. Глубина 1,5 метров. Какой-то был зацеп, или я забагрил какую-то рыбу за бок. Речка красивая, конечно, но тоже мутноватая, скажи. Я думаю, что по прозрачной воде тут и форель может быть, да, Янчик? Может быть. Да, тут не глубоко. Там очень мелко. Ну, смотри, идем. Остановились на привал небольшой. Сейчас небольшой перекусик и поплывем дальше. Красивое место, но сегодня у нас либо в этой речке из-за мутности воды она не клюет, либо просто она сегодня не клюет. Не такая уж она мутная, бывает и помутнее. Погода очень сильно отличается от вчерашней. Вот, ну ничего. Природа красивая. Путешествуем, новые места. Всегда интересно. Ну и рано еще опускать руки, как говорится. Еще, может быть, сегодня все впереди. Ну, Янчик, у меня тут получается такой кинозал. Я требую сюжет со щукой. Ты же знаешь меня. Можешь требовать что угодно. А ты когда будешь свой пирог есть, Никит? Когда домой приедем? Ты не взял пирог с собой? Нет. Ты уже жалеешь или чувствуешь, что через часик начнешь жалеть? Пока еще не чувствую. Через часик можно спросить еще раз.
Я спрошу тебя через часик. Тишина, красота. Было бы попрозрачнее вода, у меня было бы больше веры, Янчик. Хотя бы в какого-то окуня или форель. Не очень это хорошо для рыбалки. Не поедим мы сегодня жареные щуки, да? Вчерашняя уже заморожена. Ну, давай еще 500 метров пройдем. Вдруг там будет какая-то заводь прикольная. Что это там? О, ребята, первая щука. Ну, слушай, Янчик, я приманок поменял очень много сегодня. Она сработала. Побитая, кстати. Вот. На живца будем использовать тогда? Ладно. Отпускаем, пусть плывет. Ну что? Что? Теперь мы никогда не уедем с этой речки, так? Уедем. Команд такой маленький, шупарик не считает. Подожди, сейчас будет. Что положительного в этом всем деле? Щучка, конечно, маленькая, но приятно то, что приятно осознавать то, что все-таки приманки наши в воде она видит. Просто она не активная. У меня уже, наверное, 10-я смена приманки произошла. Вот она как-то среагировала, хоть и не крупная, но зато она видит, в этой даже мутной воде видит. Это хорошо, это вселяет надежду, это дает оптимизм, это прекрасно. Продолжаем рыбалку. Ну предложи мне что-нибудь, я вот снимаю на камеру. Идем обратно. Обратно едем? Да. Потерял ты веру? Вон родничок. Сейчас около родничка возьмет, смотри. А сейчас не знаю, возьмет ли теперь. Ты решил не мне, так никому, типа, да? Так, ну что, проголосовав, мы приняли решение отправляться обратно в озеро. Ну, в этой речке мы провели, 2 часа. Поймана одна маленькая щучка, и все. И все. Приманок масса перепробована. И кренки, и бигбейты, и резины, и джеркбейты, и твичи. По голове себе постучи. И даже вертушки. Очень неактивна щука, похоже. Потому что, мы в такой реке в прошлом году ловили так успешно, что килограмм, наверное, под 30 поймали щук за полдня. Очень хорошо брал. Помимо того, что отпускали. Это то, что мы оставили в улове. А в этот день что-то никак у нас не получается. Выплыли мы в озеро и плывем по нему до места сужения. Какой симпатичный домик. А вот какая коряга. Сейчас у Янчика хватанет. Он закинул что-то. Что ты закинул? Бигбейт? Да. Сейчас на скорости 7 км в час клюнет щука-меч. Щука-меч. Щука-береза. Щука-береза. Какая рябинка красная, красивая. Ну, Янчик, красава. Около тростничка, да? Ну, хорошенькая.
Как на скорости взяла. Ну да. Без подсака бери. Хороший. Слушай, не упусти на самом кончике, подожди. У нас сегодня нужен ужин, Янчик. Да? Да. Давай. Отцеплю сразу. Ой, какая красивая, белая. Отлично. Ужин есть. Ужин есть, нам хватит этой щуки. Молодец, Янчик. Спасибо за проводку. На здоровье. Правильную. Специально ближе к тростнику шел. Красава. Красава. Ну вот, первая нормальная щука взяла на скорости 7 км в час. Просто мы перемещались, и спиннинг был закинут. Вот, то есть это миф, что на троллинг надо стараться медленно. У меня много раз было, что просто переезжаешь на большой скорости, ну на относительно большой. Ну и чтобы в холостую не плыть, спиннинги забрасываешь. Очень часто попадалась щука. У нее же скорость атаки 10 метров в секунду, 40 км в час. А прошли просто рядом с тростничком. Рядом с тростником глубина всегда около 2 метров, поэтому... О, какой у меня улов. Я ловец жемчуга. Обнаружили мы, ребят, что здесь около берега глубина около 1,5 метров. Все-таки нашли место, где такая, как отмель. И вот, пожалуйста, вторая щучка. Сейчас не троллим, сейчас просто ловим в заброс. Красивая, белая, шикарная щука. Откусила. А? Хвост откусила. О, блин, ничего себе. Класс, ребята, класс. Ловим. Нафиг нам это теперь речка. Ха, здесь классно. Будем сейчас здесь ловить. А у нас время еще. Время у нас пару часов осталось. Но ничего. Ничего. Класс. Не факт, что нам удастся трофей поймать на этой глубине. Но мы будем пробовать. Все равно крупные приманки. Вот, есть. Ну что с этой делать, Янчик? Отпускаю, да? Отпускаю. Начинаем кайфовать. Начинаем кайфовать. Слушай, а на том берегу, Янчик, слишком было глубоко. А здесь, смотри, такая мелководность. Какая мелководность? Ну, такая здесь мелко. Ребята, пойдем мы... Выловили мы здесь, видимо, всю щуку. Шутка, шутка. Просто вроде как нашли мы местечко, где можно стабильно, по стабильной глубине потроллить. Будем по 4,5 метров идти. Прочесывать дно. Отцепился зацеп, смотри. Да. Что-то там серьезное, Янчик. Ага. Слушай, ну не знаю, что ты там вогнал такое.
А, вроде все, не? Ага, смотри. Сошло с этих. На. Не сошло. Сошло, вот. Посмотри, как они раскрылись. Все, до свидания, да? То можно поднять этот камень на твоем шнуре. Ну, если мы далеко отплывем, то есть риск, что ты много лески потеряешь. А тут ты потеряешь максимум 3 метра. Она же должна обрываться там, у поводка. Ну, теоретически, да. Ну, будешь пробовать тогда отплываем? Я думаю, это да. Хорошо. Если это камень, тогда есть вариант вытащить его. Ну, давай, хорошо. В какую сторону ты хочешь отплывать? Я... Так как мы шли. О, ну, красиво. Есть. Ах ты, сорвалась. Блин. Вы видели, да? Офигеть. У меня на вокер перестал играть. Нацеплялась там, травы с поверхности. И я решил его просто вымотать, на скорости. Как шарнуло, блин. Крупная была. Отпусти чуть леску. Отпусти леску. Отпускай катушку, подымай. Во. Потому что куда-то так. О. Все, теперь аккуратно бери ее за хребет. Спиннинг. Вот так. Во. Молодец. Или за поводок подымай, за поводок и в лодку. Все, молодец, шикарно, поздравляю. Спасибо. Что с этой делаем, Менчик? Отпускаем? У нас 2 есть. Да, я думаю, можно отпускать. А можно и забрать. Хорошая, вкусная щука. Забираем. Смотри, какая. Да, красивая, белая, шикарная. Ковер! Ковер? Сука, ковер! Офигеть! Оба крючка поломал. Оба крючка поломал. Ё-моё! Кто рыбу ловит, кто текстиль. Знаешь, когда раньше надо было в садик осенью носить поделки, чем сегодня поделочка готовая, да? С дырочкой. Там живет дед Мохнат с бабкой Мохнаткой. Посадим обратно в эту дырочку. Трик. Пусть они там живут, поживают и добра наживают. Грибы какие-то растут даже. Ой, хорошо. Ноги поразмять. Вечереет, уже через час темнеть начнет. А мы особо ничего не наловили пока. А вон там тростник. Видите, там где желтое. Поедем тот тростник обкидаем. Потому что все-таки вот в тростнике было. Хотя у Никиты вот здесь в травке. И у меня крупный выход был на вокера. Вот, но поедем к тростничку. Вот так и будем перемещаться с берега на берег. Ага. Ага. Ничего себе. Мажет. Тут какие-то лещи, Янчик. Какие-то? Да. Стальные, наверное.
Стайные. Стайные скальные. Смотри, силуэты людей на скале. Когда был атомный взрыв, это их тени остались. И наши тени плывут, видишь? Видишь тростник, который не около мили? Нету щуки тут. О, есть. Есть. Хорошая. В тростник пошла. Блин. Придется возвращаться. Пошла в тростник. Ага, протаскиваю. Шука. Блин, как она в тростник ломится, Янчик. Посмотри. Я через все кусты ее уже протащил. Не понял, что такое. Ух ты! Нифига себе. Шустрая. Ну давай, покажи еще, что ты можешь. Глубоко взяла. Красиво. Шарахнул так. Я думал больше. Она, видите, взяла глубоко в пасть. Пасть раскрыта. Еще скорость на лодке. На большой скорости взяла. Плывем потихонечку в сторону дома. Темнеет. Закинули глубоководные воблера. У меня 14 метров заглубления. У Яниса сколько? 40 футов у тебя? 9 метров. Мало ли какой пелагический судак выклюнет у нас. Луна взошла, а мы все еще на озере. Ну, сейчас проплывем между островами на троллинг и домой жарить рыбу и смотреть фильм. Возможно, кто-то посчитает этот план не очень хорошим. Но эти люди, я думаю, не откажутся отведать щуки в
в теплом и уютном доме нашего поселка. Что, Янчик, думаешь, какую будем из них есть? Какую? Да. Выбирай. Какую вы сожрали вчера? Ну, мы самую маленькую съели. Самую маленькую? Да, но я бы еще съел, Никите оставил просто. Ага. Давай, выбирай какой. Давай тогда. Побольше, да? Давай. Или темную. Ну, черт его знает. Мне давай кажется, это сверху. жирнее. Давай. Самец крупный. Янчик, а хватит нам одной или? Хватит. Точно? Ну, еще лохи пирог есть. Хватит, да? Никита, что же еще лохи пирог и надо съесть? Ну ладно. Янчик, как тогда мы с тобой на гриле? Я за сковородку. Давай на сковородке. Давай. Больше времени для фильма будет. Филешечку. Сегодня у нас филешечка щучья, свеженькая. Ой, какая блестящая. Красота, красота. Ты салат будешь кушать? Салат? Да. Нет. Не будешь точно? Нам с тобой этого хватит на двоих? Конечно. Хватит, да? Помидорину туда бомбану. Да? А, не бомбану. Долой. Как говорится, что, помидор, сдулся? Так получается? Получается. Да, Никита, я сметану жалеть не буду. Ну скажи мне, дядя Никита, после такого дня, проведенного в лодке, это хорошая еда? Замечательная еда. Сам добыл, сам поел. Угу. С лучком, салатиком. Мы сейчас тут на рыбалке
по вечерам Швецию смотрим. Фильм, который будет публиковаться через какое-то время. У нас сейчас уникальный просмотр. Янчик с Никитой смотрят фильм еще на стадии до того, как я его залил в YouTube. Как говорится, эксклюзивный, закрытый показ, так, Янчик, да? Да. 5 часов фильм. Наверняка вы его уже видели. 5 часов. Если не видели, то он вот здесь. Не, один косяк я видел. Один косяк видел? Да. Один косяк я видел, да. Какой? На Хариусной речке надо было другую одну приманку ставить. У тебя? Да. А какую ты не поставил в итоге? Какую? Я не знаю, как она называется. Да. Но у меня есть один этот спиннер, как спиннер. Как... Типа сзади рыбка, спереди вертушечка, типа? Не, вот спереди как будто червяк, как будто вот такой? Да. Понял. И с лепестком. Думаешь, Вот было бы, да? Я Лучше? думаю, что да. Нет, мне кажется, ты и так поймал хороших. Ну да, но мне кажется, это Хариус питается насекомыми все-таки. Я понял. Типа, Надо было пробовать то. может быть. Может, все-таки себе салата добавить будешь? Точно? Ну готовь быстрее. Ну, в принципе, Янчик готово. Да. Грибочков решил бомбануть, да? Да. Посмотрите, какой эстет. Лисички, слушай, а поделишься две лисички мне, да? Да, конечно. Никита тоже. Чуть меньше, чтобы быстрее. Будут у нас сейчас грибы с луком и сметаной жареного типа. Надо было сначала лук. Не. Сейчас пожарим минут 10. Когда лук размякнет, бомбанем сметанки туда. И будет нам счастье. Супер счастье. Вот это да. Добрый вечер. Никитыч, бери салат.
Приятного аппетита всем. Спасибо. Тебе тоже. Спасибо. Как бы с ума не сойти, блин. Шука. Кроме лука и сметаны и хлеба все сами добыли. Прикольные грибы получились. Хорошо, что ты их собрал и почистил. Я полетал дроном, посмотрел, в принципе, через километр по прямой, а по горе, наверное, километра полтора будет разлив. Попробуем в этом разливе половить.